Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также постоянных зрителей, подписчиков. Спасибо за ваши отзывы, за ваши комментарии. Я сегодня к вам вот с такими новыми ниточками. Называются они Ярн-арты Лили. Ну, естественно, с летним узорчиком. Напомню, вы можете брать любую пряжу, какая у вас есть. Узорчики универсальные, можете вязать из любой пряжи. А в моем случае сегодня это получается стопроцентный мерсеризированный хлопок. И данную ниточку получается, для нее необходим крючок номер 2. Вот сегодня будем вязать крючком номер 2. Вы берите крючок, который соответствует вашей пряже. Узорчик несложный, повторяйте за руками, у вас все получится. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика 15 петелек. Но я хочу показать узорчик во всей красе, поэтому я наберу аж целых 3 раппорта. И это будет 45 петелек. Дополнительно я еще наберу петельки, чтобы узорчик красиво закончился. Также я хочу дополнительно по краешку пустить по 3 столбика. Ну, в общем, я буду, получается, набирать аж 58 воздушных петелек, а вы набирайте сколько вам будет удобно. Итак, раппорт 15 петелек. Все как всегда. Вначале делаем петельку фиксации. А теперь я набираю 58 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 и 58. Вот наш будущий образец. Ну, а теперь, получается, делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка аккуратно 5-ю петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку ныряем. Вытягиваем ниточку, провязываем по 2 петельки. Это столбик с накидом. Накид. В следующую петельку опять нырнули и опять провязали столбик с накидом. И так далее. Идем в каждую петельку цепочки и провязываем столбики с накидом. Угу. Несложно, совсем не сложно. Самое главное, контролируйте. Вот я, например, если набрала 58 петелек, да, у меня должно получиться 58 столбиков. Несложно. А вы считайте, сколько у вас. И первые 3 петельки подъема мы тоже считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. То есть я уже набрала 7 столбиков с накидом. Давайте до конца ряда столбики с накидом, а в конце ряда я вас встречаю. Угу. Давайте. Так, смотрите. Вот наши аккуратные столбики готовы. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Следующий получается во второй столбик верхушку провязываем столбик с накидом. И в третий получается столбик с накидом. Вот так вот 3 столбиками с накидом я буду начинать каждый ряд и буду заканчивать каждый ряд. Далее провязываем еще один столбик по узорчику уже с накидом. Есть. 6 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6. Дальше, смотрите внимательно. Я пропускаю 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. И вот в шестой делаю накид и провязываю столбик с накидом. Это столбик с накидом первый. А должно быть их 10. То есть мы провязываем сейчас еще с вами 9 столбиков с накидом. Так, всего должно получиться 10, да? То есть первый, второй, третий столбик, четвертый столбик, пятый столбик, шестой столбик, седьмой столбик, восьмой столбик, девятый и 10. Угу. Вот, получается 6 воздушных петелек, да, 5 столбиков пропустили и 10 столбиков провязали. Вот он, раппорт нашего узорчика. То есть дальше будет только повторение. То есть вы опять провязываете 6 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6. Пропускайте 5 столбиков. Раз, два, три, 4, 5. И в шестой столбик, да, начинаете провязывать подряд 10 столбиков
с накидом. Не сложно? Не сложно. Вот такие вот большие, как бы получаются такие окошечки, арочки. Давайте 10 столбиков провязали. Опять сделали 6 воздушных петелек, 10 столбиков и так далее до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Договорились? Несложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот до конца ряда я провязала. Помните, я начинала ряд 3 столбиками, да? И один столбик был, получается, по узорчику. Заканчивается ряд точно так же. Один столбик по узорчику и 3 столбика – это мои кромочные столбики. Вы можете здесь сделать 3 столбика, 5, 7, 10, то есть как вам заблагорассудится, в зависимости от того, какое изделие. Я просто хочу в образце показать ровный краешек. Идем дальше. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. Я провязываю вот мои, опять же, кромочные столбики. Да, вы можете провязывать, можете их не провязывать. Идем дальше. Вот наш столбик, который здесь, да, был по узорчику. Мы точно так же делаем здесь столбик с накидом. Опять делаем 6 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6. И теперь будьте внимательны. Перепрыгиваем точно так же полностью всю нашу арочку вот к этому столбику. Но теперь мы провязываем не 10 столбиков с накидом, а 4 столбика с накидом. Столбик в столбик. Раз. В следующий столбик. Второй столбик с накидом. В следующий столбик. Третий столбик с накидом. И четвертый столбик с накидом. Вот, получится как бы вот такая вот картина. Дальше что мы делаем? 2 воздушные петельки. Раз, два. И, естественно, пропускаем 2 столбика. Раз, два. И у нас остается опять 4 столбика. И мы эти 4 столбика опять провязываем как столбики с накидом. Накид. Нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом. Раз. Следующий столбик с накидом 2. Следующий столбик с накидом 3. Следующий столбик с накидом 4. Угу. То есть получается, над арочкой у нас формируется такая же арочка, только же воздушных петелек. А здесь получается, там, где у нас 10 столбиков, будет 4 столбика, 2 воздушные, 4 столбика. То есть дальше вы повторяете все то же самое. Опять делаете арочку 6 воздушных петелек, 4 столбика с накидом, 2 воздушные петельки, 4 столбика с накидом. Опять арочка из 6 воздушных петелек и так далее. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот какая у нас начинает появляться красота, да, то есть арочки над арочками. Идем дальше. Опять у меня получается последние 4 столбика с накидом. Я их буду провязывать точно так же. Раз, два, три петельки подъема. И все столбики я провязываю столбиками с накидом, без изменений. То есть как я заканчиваю ряд, так я и начинаю ряд. И столбик с накидом по узорчику. Дальше смотрите, опять делаем 6 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6. А дальше опять будьте внимательны. Вот там, где у нас 4 столбика, так, мы провязываем первые 2 столбика. Раз, столбик с накидом. 2, столбик с накидом. Дальше мы делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. И пропускаем 2 столбика. То есть дальше в арочке вот в этой мы должны будем провязать с вами 2 столбика с накидом. Провязываем вот так вот. Раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом. То есть такое вот маленькое окошечко. 2 воздушные петельки опять провязываем. И, естественно же, пропускаем, получается, 2 столбика. Следующие 2 столбика мы провязываем столбиками с накидом. Раз столбик с накидом и 2 столбик с накидом. Угу. То есть у вас, получается, было одно окошечко, стало 2 окошечка. Я во многих видео показывала, сейчас вот немножечко как бы распущу, да, что я как бы планирую, рекомендую, советую провязывать, когда у вас арочка, столбики, не в саму арочку, а непосредственно в петельку. Но это в зависимости от того, что позволяет ли ваша пряжа, позволяет ли ваш крючок, позволяет ли зрение. То есть помните, да, вот наш столбик, вот 2 воздушные петельки. Нырните, получается, вот непосредственно в петельку, раз столбик с накидом. И опять в петельку нырните, провяжите еще один столбик с накидом. Будет намного аккуратнее, будет намного красивее, но это по возможности. Если получилось, сделайте. Нет, не ломайте глаза, ныряйте в арочку. Понятно? Опять провяжу, как я провязала. Надеюсь, понятно объяснила. Поняли, да? Дальше опять у нас 6 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6. И опять точно так же провязывайте вначале 2 столбика с накидом. Раз, два.
2 воздушные петельки, раз, два, значит 2 столбика пропускаете. И в следующую арочку либо ныряете в арочку, провязываете 2 столбика с накидом, либо по возможности ныряете в саму петельку. Будет аккуратно. Раз. И во вторую петельку 2. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаете 2 столбика и следующие 2 столбика провязываете опять как 2 столбика с накидом. Раз, два. То есть вот у вас получается опять точно так же. Над арочками арочка, да? Тут у вас было 10 столбиков с накидом, потом по 4, теперь по 2. Понятно, да? Все, давайте вот так же до конца ряда. И в конце ряда я вас встречу. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот наша красота потихонечку растет. Я уже провязала до конца ряда, да, и уже перешла на новый, получается, ряд. Провязала уже 4 своих столбика. 3, получается, у меня будут мои кромочные, да, и 1 столбик по узорчику. Смотрите, как только мы с вами провязали 3 вот такие вот, как бы наши арочки, теперь мы делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И наша задача теперь все эти арочки объединить. То есть мы шагаем раз, два, 3 под третью арочку. Вот так вот раз, захватили все эти арочки, провязали столбик без накида. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И переключаемся. Вот. Помните, 2 столбика, да? Мы провязываем первый столбик с накидом. Второй столбик с накидом. Дальше мы ныряем непосредственно либо в арочку, либо в петельку. Я буду в петельку. 3 столбик с накидом. И 4 столбик с накидом. 2 воздушные петельки. Раз, два. Пропускаю 2 столбика. Раз, два. И опять должна буду провязать 4 столбика. 2, получается, петельки я задействую. Но в моем случае, да, вы можете в арочку, повторюсь еще раз. Раз, столбик с накидом. 2 столбик с накидом. И 3, 4. То есть в столбик непосредственно. 3 столбик с накидом. 4 столбик с накидом. То есть получается по столбикам, да, мы с вами повторили вот этот вот наш второй ряд. Первый ряд, второй ряд, да. Получается второй и четвертый ряд одинаковые. Видите, 4 столбика, 4 столбика. Вот в этих столбиках у нас получается как бы вот такие вот окошечки в виде цветочка. Да? Поняли? Ромбик, цветочек и так далее. А здесь получается вот такая вот интересная, ну назовем ее бабочка, да, получается из наших вот этих вот воздушных петелек. Видите? Все точно так же делаем дальше. Давайте повторим. 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Захватили все арочки. Провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. И переключаемся на наши столбики. Столбик с накидом раз. Столбик с накидом 2. Я буду вязать в петельку столбик с накидом 3. Столбик с накидом 4. 2 воздушные петельки. Пропускаем 2 столбика. И вот в арочку, в первую столбик с накидом, петельку, во вторую петельку столбик с накидом, это уже 2 столбика, и 3 столбик с накидом, и последний 4 столбик с накидом. Угу. Вот должно вот так вот получиться у вас. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Получится очень-очень красиво. Так, смотрите, у вас такая же красота получается. Я закончила ряд точно так же своими 4, да, столбиками с накидом. И уже повернула ряд. И уже опять сделала 4 столбика с накидом. Помните, да, у меня получается 3 кромочных и 1, получается, столбик по узорчику. Дальше я делаю 6 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Перепрыгиваю всю свою бабочку, да, вот сразу же к столбику. И здесь я буду провязывать 10 столбиков с накидом. Раз, 2, 3, 4. Там, где воздушная петелька, вы либо ныряете в арочку, да, либо, как я, провязываете в петельку. 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть вы уже так вязали. Вспоминайте, да? То есть вот в первом ряду вашего узорчика у вас было 10 столбиков, 6 воздушных петелек.
То есть получается, сейчас мы будем повторять полностью наш вертикальный раппорт узорчика. То есть сам узорчик состоит раз, два, три, четыре ряда. Дальше повторение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поняли, да? Все. То есть несложно? Несложно. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получается. Должно получиться очень-очень красиво. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Итак, смотрите. Вот такая вот красота в итоге получилась. Я связала несколько рядочков, да, несколько вертикальных раппортов. Вот такой вот нежный, тонкий ажурчик. Класс, класс. Видите, получается четко видно ромбики, да, среди этих столбиков. Вот, а здесь получаются вот такие вот интересные бабочки или паучки, или как их назвать. Как вам? Смотря какие ниточки, да, возможно, это маечка топик, так. Особенно, посмотрите, да, вот если вот эти вот бабочки сзади, да, на спинке будут, здорово. Возможно, это палантин, возможно, это шарфик, да. Возможно, кто-то применит для какой-либо летней накидочки, кофточки. Но, опять же, смотря какая пряжа. Будет пряжа толстая, то это шарф снуд, да. То есть это, естественно, такие более зимние вещи. Будет пряжа тонкая, то, естественно, это будет более легкие вещи, более летние. Как вам? Получается, конечно, очень красиво и вяжется очень просто. Обязательно попробуйте связать. Давайте замерим. Я, получается, в данном случае, чтобы показать всю прелесть узорчика, набирала аж 58 воздушных петелек. Давайте, допустим, это же пряжа, этот же крючок, да, это же плотность вязания. То есть в моем случае сколько же получится? Это получается аж 21 сантиметр. А тут у нас рядочки очень легко посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 рядочков. Так, это у нас получается, ну, 13,5, так скажем, да. Чуть-чуть не хватило до 14 сантиметров. Узорчик, конечно, много воздушных петелек, поэтому он будет очень хорошо тянуться. Видите? Вот так вот он хорошо тянется. И плюс, смотрите, очень хорошо, удобно закрывать. Да? Получается, краешек будет ровный. То есть здесь, получается, набирали по 6 воздушных петелек, да? А в последнем, получается, ряду, вот здесь вот я набирала 5 воздушных петелек, 10 столбиков, 5 воздушных петелек. Почему 5? Потому что в самом начале мы здесь с вами, помните, пропускали 5 столбиков. Все, и у нас, получается, узорчик выровнялся, а обратно я прошлась полностью столбиками. И если посмотрите внимательно, да, то я, получается, провязывала в петельки. Помните, говорила, что будет красиво, аккуратненько. В петельки провязывала столбики. Количество столбиков равно количеству петелек. Было 5 петелек, значит 5 столбиков. А здесь 10 столбиков. 5, 10. Все, узорчик ровный, аккуратный. Красота. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить свои лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками. Сохраняйте себе в плейлисты. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.